Отсюда мы начнем нашу поездку на Баху. Вот так между туда-сюда, вот так вот еду. А потом смотрю, а я уже в Тиохуане. Я въехал в Мексику. Это из хорошего. Из не очень я въехал в Мексику нелегалом. Ну ладно, тут хоть много федералов, буду от них угонять. Такой у меня план. Вот какой океан красивый справа. No one knows what it's like to be hated, to be faded. Вчера ночью, когда тут ехал по этим серпантинам, чуть не слетел нахрен. Начинаем нашу поездку отсюда. Вон там вдалеке даунтаун. Но, как всегда, ничего не видно из-за смога. Вот аэропорт LAX. Отсюда мы начнем нашу поездку на Баху. Я приземлился в LAX. Это самый крупный аэропорт в Северной Америке, я думаю. Можно проверить. Сейчас жду Uber. И я еду в гараж, где меня ждет уже мой тигр, мотоцикл. И начнем четвертую часть нашего приключения. Это будет заключаться в поездке в Мексику, Баха, также поездка в Аризону, Техас. Ну, там уже посмотрим, еще не планировал. А на сегодняшний день мне нужно пересечь границу Мексики, а там уже посмотрим. Ну, вон уже автобус мой Uber подъезжает, так что увидимся скоро. Я приехал, вроде мотоцикл в порядке, по крайней мере на месте, не на парковке. Ну все, будем его обвешивать и едем дальше. Выехали из гаража. Сейчас направляемся на юг, в сторону Сан-Диего, к границе с Мексикой. Немножко разогреваем мотоцикл. И надеюсь не попасть сегодня в трафик. Сегодня план достаточно лютый. Мало того, что я сейчас летел часов 6. Ну, вообще, на перелет часов, наверное, 8-10 я убил. А еще мне часов 6-7 быть за рулем. Хочу сегодня проехать трафик LA, трафик Сан-Диего, проехать через границу, которая, как известно, не одна из самых лучших и самых легких границ, чтобы пересечь. Также желательно сегодня пересечь город Тиохуана, который стоит на мексиканской стороне после границы, и оказаться где-нибудь в горах на побережье Тихого океана. Такой, по крайней мере, у нас план. Ну, посмотрим. Посмотрим, как получится. Трафик, я думаю, будет сильный везде, так как все это большие города. Ну, что-то придумаем. То есть, как вы видите, я проезжаю в Лос-Анджелес. Город, который мне оставил очень странные впечатления, которым я с вами уже делился. Но еще раз поделюсь. Нищета. Ну, не нищета, гордая нищета, а нищета ублюдков. Ублюдки, которые выбирают этот образ жизни, ублюдки, которые так живут, потому что их государство поддерживает. Чем хуже, беднее они выглядят, тем больше им субсидии платят. Весь город вонючий, весь город забитый какими-то зомби, которые тут обторченные все ходят. Нормальных людей нету. Я еще не видел. Весь даунтаун в бомжах. Кто-то стрет стоит, кто-то это. Ну, из позитивов есть и хорошие. Есть и хорошие воспоминания и хорошие места, которые понравились. Санта-Моника, и отъехать полчасика от этой клоаки Лос-Анджелеса, и много хороших парков, и океан. И, в общем-то, сама Калифорния не такая поганая, как Лос-Анджелес. Но, с другой стороны, я всегда вижу позитивы. Лос-Анджелеса мотоцикл не украли, погода хорошая. Вот, сейчас я из него выйду и забуду. Едем дальше.
Ну, как я и накаркал, попал в трафик. Сейчас выезжаю из трафика LA. И долго-долго стоял, потом все-таки решил отработать новые скиллы, научиться кататься, называется, split lanes, между ближников, как сейчас я еду. Так как у меня мотоцикл очень широкий, нужно делать немножко аккуратно. Также хочу сказать, что у меня новая камера. Поделиться с вами с новинкой. Надеюсь, что качество будет лучше. И также новый микрофон. Оба они DJI. Камера это Action Osmo и микрофон DJI Mic. Оставляйте комментарии в видео, если видите какую-то разницу. Надеюсь, что будет лучше, учитывая, что предыдущая камера у меня была очень старая. Вот я уже подъезжаю как бы недалеко от границы с Мексикой. Хотел поделиться важными вещами для тех, кто желает совершать такие же путешествия по Мексику. Что нужно с собой брать, что нужно приготовиться. Из важного вам нужно иншуранс, страховка на мотоцикл, если вы привозите свой мотоцикл, и иммиграционные бумаги, которые вы можете распечатать онлайн и заполнить. Они даются там на какое-то количество дней. И с этими бумагами на границе вам проштампуют, вы можете спокойно ездить, но опять же, до какого-то определенного количества времени. Ну, вот это как бы основное. Также я поменял немножко pesos, не деньги. Все, я больше... В своем любимом Макдональдсе. Это последний выход перед границей с Мексикой. Там много народу в очереди, поэтому я решил съехать, найти заправку и что-то поесть. Заехал в Макдональдс. Обязательно перекушу сейчас и скоро буду в Мексике. Я когда проходил границу, я камеру думал, что включил, но не включил. Хочу вам дать маленький бэкграунд, маленькую историю, которая со мной случилась. Когда я проехал в Сан-Диего, также попал в трафик, также делал лейн-сплиттинг, между линий катался и научился хорошо, неплохо кататься и продолжил свои скиллы. Дальше приезжаю к границе, и граница полностью забита. Причем не так забита, где там по порядку стоят машины, чего-то где-то ожидают, где-то какая-то очередь, и ничего такого нету. Просто стоят как хотят, кто-то там барбекю делает, уже стоит сутки, больше фуры стоят поперек, никакого порядка, ничего, и я думаю, что я там, наверное, пару суток точно бы пробыл. Так я решил воспользоваться своими скиллами и проехать вот так между туда-сюда, вот так вот еду, а потом смотрю, а я уже в Тиохуане. Я не знаю, как я проехал эту границу, но я ее проехал. Я въехал в Мексику. Это из хорошего. Из не очень я въехал в Мексику нелегалом, потому что мне не проштамповали мои документы. Ну ладно, тут хоть много федералов, буду от них угонять. Такой у меня план. Вот сейчас я вам показываю немножко Мексику. И хочу также добавить свои немножко впечатления. Вот первые впечатления, они, думаю, что самые важные. Бедная страна, да. Ну, бедные и гордые. Не как этот вонючий Лос-Анджелес. Люди богатые душой, богатые культурой, трудолюбивые, усердчивые, приятные, с ними приятно разговаривать, хотя мы не бенеме, я ни слова по-испански, по-английски не все говорят. Ну вот бедность, но другая бедность, именно бедность хороших людей. Также на фоне этой бедности замечаются богатые отели. Само собой, они куплены испанскими и другими компаниями. Огромные дорогие отели, про это вы все уже знаете. Можете посмотреть любое туристическое видео, чтобы это увидеть.
Сами города... Вот Тиохуана был огромный город, было много трафика, я даже там не снимал, нужно было просто выехать как-то. Инфраструктуры очень слабые, вот, кроме основных хайвеев нет. Вот сейчас я подъезжаю, кстати, к не границе, а к посту федералов. И здесь нужно заплатить за платную дорогу и пройти через пост. Посмотрим, как это получится. Проехал, даже не спросили, я их объехал и просто уехал. Вот, отличненько. Да, так вот такие впечатления. Сейчас, как вы заметили, уже быстро темнеет. В Мексике очень быстро темнеет. Я думал в 7, а сейчас где-то 6:30, и уже, видите, уже темно почти. Поэтому я не знаю, если я смогу дальше снимать на камеру. Но в любом случае, пока вот я вот еду через город, могу вам показать, как выглядят города, как выглядят их деревни. До тех пор, пока у меня просто не будет темнота. Тут инфраструктура, как я сказал, уже слабая. Я надеюсь, что в темноте... Сегодня полнолуние, так что свет должен быть какой-то. Но надеюсь, что в этой темноте я выведу мотоцикл в горы и останусь... какой океан красивый справа. Как его не любить. Вот надеюсь, что да, я доеду до гор. И где-то там уже остановлюсь. Первое утро в Мексике. Нахожусь в Ла-Бufadора. Это недалеко от города Энсенада, на полуострове Баха и провинция Баха. Приехал в скалы. Ночью доехал как-то. Внизу океан. Такой вид. Тут спал. Сон был не очень, потому что очень ветрено было, конечно. Но все равно красиво. Вот мой кемпинг-сайт. И вот это прелесть. Океан прямо внизу. Я нахожусь на камне. Какой-то крест. Красиво здесь очень. Волны бьются. И здесь крестик, наверняка кто-то тут случайно чебурахнулся вниз. Вот, да, такая ночью я сюда ехал в темноте. И я понятия имею, как я доехал. Потому что дорога, как видите, это не дорога, а кусок камня. И, в общем-то, доехал. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. Вот выезжаем из этого райского места. Хочу показать, какой тут наклон. И вчера это приходилось ночью как-то ехать. Даже не видно конца.
красота. Ух ты. Вчера ночью, когда тут ехал по этим серпантинам, чуть не слетел нахрен. Но темно было и поворота не увидел, а тут предупреждения не идут, поэтому опасно. Так вот я сейчас потихоньку еду. Как вы видите, я стараюсь подальше держаться от туристических мест. Более показать, как живут местные здесь. Ну, даже это я бы не сказал, что местные. Это местные для Баха. А Баха считается все-таки upscale часть Мексики. А вон там вид какой, а? Free tequila tasting. Ух ты. Якраз с утреца сейчас. Вот и Буфадора. Это их городок, как я понял, да? Зачем тут стоп, я не знаю. Не дано понять. Показываю местные достопримечательности здесь города. Такой колоритик здесь. Очень рад, что я проехался, покажу вам тоже. Вот такая красота, приехал сюда. You guys have coffee? Coffee? Yeah? You want to park over here? You can leave your bikes back there. Yep. You need a happy push? It's okay. You got it? Ну вот, приехали на кофе. Такое колоритненькое место, где я нахожусь. На вид, конечно, бомба.